В нашем детском саду все девочки хотели стать стюардессами или учительницами, кроме меня. Я хотела стать астрофизиком, потому что мне всегда нравились звезды, и слово было красивое. Но потом мне папа открыл глаза, что астрофизики занимаются преимущественно математикой, и я расхотела становиться астрофизиком. Но любовь к звездам осталась. В комментариях к видео от Тихо Браги и сверхновых вы просили меня рассказать о черных дырах. Давайте сделаем сегодня первую попытку приблизиться к этой теме. Приблизиться к пределу Чандрасекара. Человек, который заложил основы нашего понимания того, как рождаются черные дыры, хотя само слово придумал не он, сделал свое открытие не глядя в телескоп, а с помощью математики. Он даже не считался астрофизиком, он был физиком-теоретиком, который выводил законы Вселенной не из наблюдений, а на бумаге через уравнения и формулы, поскольку увидеть черную дыру глазами невозможно. Мы видим идущий от объектов свет, их собственный или отраженный. А черные дыры, как известно, свет не излучают и не отпускают, на то они и черные, и дыры. Мы можем наблюдать только эффекты от их существования и взаимодействия с другими объектами. К примеру, звезды вокруг них двигаются по странным траекториям. Или материя, попадающая в черную дыру, разгоняется и светится, образуя так называемый аккреционный диск. Но это не сама черная дыра, это то, что вокруг нее. Мы знаем о ее существовании не непосредственно, а по воздействию на окружение. Увидеть дыру в звездном небе, глядя в телескоп, нельзя. Нашему герою удалось увидеть черные дыры в математических формулах. Я чувствую, что в этом рассказе будет очень много воздушных кавычек. Во-первых, я хочу сказать огромное спасибо всем моим родным и знакомым физикам, которые помогли мне сделать это видео. То, о чем я буду сегодня рассказывать, это объективно сложный вопрос, в котором разобрались не так давно, и все еще есть вещи необъясненные или недоказанные. Но вот что мы знаем более-менее уверенно. Звезда рождается из облака межзвездного газа, почти полностью состоящего из водорода. Если в этом облаке в каком-то месте по какой-то причине появится уплотнение, это место становится центром гравитации. Туманность начинает стягиваться к этому месту, и молекулы притягиваются друг к другу и начинают двигаться быстрее. Облако становится все горячее. В какой-то момент температура в центре становится настолько высокой, что начинается ядерная реакция. Ядра водорода начинают сливаться и образуют гелий и много тепла. Звезда зажигается. Тепло, которое выделяется при превращении водорода в гелий, распирает звезду, как скороварку. И это уравновешивает силу тяжести, стремящуюся ее сжать. Так устанавливается временное на миллиарды лет равновесие. Однако запасы водорода в ядре звезды постепенно истощаются, и равновесие нарушается. Когда звезда догорит, ее больше ничто не распирает изнутри, и она буквально падает на собственное ядро. Случается колоссальный бум, и ее внешние слои отскакивают от ядра и разлетаются по космосу. Мы называем это событие вспышкой сверхновой. На некоторое время, на дни, недели, звезда начинает светиться гораздо ярче. Невидимые с Земли звезды вдруг становятся видимыми. Астрономы раскупоривают шампанское, гадалки предвещают конец времен. Сверхновая появится в небе и потухнет. Что же произойдет потом, как закончится жизнь звезды, напрямую зависит от ее размера, точнее, от ее массы. Небольшие звезды, вроде нашего солнышка, превратятся в белого карлика, фактически медленно, спокойно догорающее ядро.
Но если звезда была значительно больше, ее ядро ломается под действием сил гравитации. Сами атомы ломаются, протоны и электроны сжимаются в нейтроны. Ядро звезды превращается в невидимую и крошечную по космическим масштабам нейтронную звезду. А если первоначально звезда была еще больше, реально гигантская, то даже нейтроны не смогут противостоять гравитационному коллапсу. Нет никакой известной силы, которая могла бы остановить ее сжатие. Поэтому ядро полностью коллапсирует в черную дыру. Так вот, этим знаниям меньше 100 лет. Это очень молодая наука. Увидеть остатки звезд в телескоп, белые карлики, в принципе можно, но для этого нужен очень хороший телескоп. Первого белого карлика обнаружили рядом с Сириусом, ярчайшей звездой ночного неба. Обнаружили не означает увидели. Немецкий астроном Фридрих Бессель еще в 1844 году заметил, что Сириус не двигается прямо, а немного шатается, словно он находился под гравитационным влиянием невидимого спутника. Предсказание Бесселя подтвердилось почти 20 лет спустя. В 1862 году Элвин Грэхэм Кларк, испытывая новый мощный телескоп, навел его на Сириус и рядом со слепительным шаром главной звезды действительно увидел крошечную тусклую искорку Сириус-Б, первый знакомый нам белый карлик. Только к 1910 году астрономы впервые оценили массу Сириуса-Б и впали в ступор. Эта едва заметная звездулечка оказалась по массе почти как Солнце, при радиусе раз в 100 меньше. Сириус-Б должен быть невероятно плотным. Его плотность составляет приблизительно 2,5 миллиона грамм на кубический сантиметр. То есть 1 кубический сантиметр этого вещества – кусочек размером с кубик сахара. Весил бы на Земле около 2,5 тонн, примерно как средний внедорожник. И в 1920-х годах, когда это установили, никто, даже самые головастые астрономы и физики, не понимали, как материя может находиться в таком состоянии. А главное, почему это состояние стабильно, почему давление не срывает крышку с космической скороварки. Артур Эддингтон, величайший астрофизик своей эпохи, автор фундаментального труда «Внутреннее строение звезд», где он впервые описал, как давление излучения газа удерживает звезду от гравитационного коллапса, признавался, что не понимает, что происходит в белом карлике. Эддингтон был не просто известным ученым, он был живой легендой. Именно под его руководством в 1919 году, во время полного солнечного затмения, было измерено отклонение лучей звезд вблизи края Солнца. Эффект, впервые подтвердивший общую теорию относительности Эйнштейна. Так что, если Эддингтон чего-то не понимал, значит, этого не понимал никто. Наконец, в 1926 году физик-теоретик Ральф Говард Фаулер объяснил, что происходит в белом карлике, применив совершенно новую тогда науку – квантовую механику. Квантовая механика – это механика микромира, объясняющая, как взаимодействуют элементарные частицы. Фаулера больше всего интересовала личная жизнь электронов. В нашей обыденной жизни именно электроны делают предметы твердыми. Вообще-то атом по большей части состоит из пустоты. Если увеличить атом до размера футбольного поля, его ядро окажется размером с горошину, а электроны еще меньше, а все остальное пустота. Почему же тогда атомы не проходят свободно сквозь друг друга, а мы сквозь бетонную стену? Вот как раз по законам квантовой механики. Электроны двух атомов не желают находиться слишком близко друг к другу. Они держатся на расстоянии, как мальчики и девочки в 3 классе средней школы. Когда в микромире все нормально, это как класс, в котором достаточно парт. Каждый садится за свою парту, всем достаточно мест. Но если, к примеру, звезда догорает и начинает сжиматься,
то парт начинает не хватать. И какую-то девочку под радостный смех всего класса посадят рядом с мальчиком. Но они все равно будут сидеть на разных концах скамейки, как можно дальше друг от друга. Потому что если они сдвинутся поближе, одноклассники начнут хихикать. И точно так же электроны сопротивляются сжатию. Как бы гравитация не сжимала остывающую звезду, сопротивление электронов удерживает звезду от окончательного коллапса. И по расчетам Фаулера звезда любой массы должна закончить свой путь как белый карлик, в котором материя уже не может сжиматься сильнее, электроны не захотят. Такая звезда может спокойно существовать, догорая, пока не погаснет окончательно, превратившись в нечто, что Фаулер окрестил черным карликом. Объект, который никто никогда не наблюдал, но мало ли чего мы еще не наблюдали. Вселенная молода. Эддингтон, король тогдашней астрофизики, был этим объяснением вполне доволен. Вопрос эволюции звезд был закрыт. Все звезды, догорая, превращаются сначала в белый, а потом в гипотетический черный карлик. В астрофизике воцарились спокойствие и уверенность. Но тут с парохода на туманный берег Альбиона высадился никому неизвестный 20-летний индус, который испортит все. Строго говоря, когда Субрахманьян Чандрасекар прибыл в Англию, ему еще 20 не исполнилось. Он родился в октябре 1910 года в Лахоре в Пенджабе. Сейчас это Пакистан, а тогда это все еще была часть Британской империи. Он не был пакистанцем, он был тамилом. Это народ из Южной Индии. Но, пожалуйста, не представляйте себе Чандру таким босоногим иммигрантом-оборванцем. Его отец был большим колониальным чиновником. Его дядя – известным физиком. Его мама переводила Ибсена на тамильский язык. Кстати, об имени. Он был Субрахманьян Чандрасекар. И с точки зрения англичан и потом всего мира, это выглядело, как будто Субрахманьян – это его имя, а Чандрасекар – фамилия. Но это неверно. Его личное имя было Чандрасекар, и друзья его звали просто Чандра. А Субрахманьян было именем его отца, то есть фактически отчеством. Он был Чандрасекар Субрахманьянович. А фамилии у тамилов, даже самых европеизированных, в то время не было. Его дядя, брат отца, тоже очень известный ученый, вообще стал в европейской традиции Си.Ви. Раман. Сокращение от Чандрасекар Венката Раман. Опять же, Раман – это была не фамилия, а его личное имя. А Чандрасекар Венката – родовые имена, из которых сделали инициалы. Си.Ви. Раман стал лауреатом Нобелевской премии по физике за 53 года до своего племянника. То есть вы поняли, что Чандра был не из трущоб. И он был признанным вундеркиндом. В 1930 году Чандра получил правительственную стипендию Британской Индии. Награду, которую вручали лишь нескольким самым одаренным студентам страны, чтобы они могли продолжить учебу в Великобритании. И таким образом он окажется в Кембридже, где преподавал его кумир Ральф Фаулер. То, что Фаулер был его научным кумиром, не заставило Чандру относиться ко всем его словам как к последней истине. Он привез с собой в Кембридж рукопись статьи, в которой Чандрасекар математически посчитал, что не все звезды могут превратиться в белые карлики. Дело в том, что электроны, они не просто как мальчики и девочки садятся за разные парты. Ситуация несколько сложнее. Представьте себе спортивный бассейн. В серьезных тренировочных бассейнах дорожки распределены от самой медленной, как правило, крайней левой, до самой быстрой, крайней правой, чтобы тренирующиеся пловцы не мешали друг другу. Если ты, допустим, тренируешь ноги и плывешь с доской в руках, ты плывешь очень медленно. Это нормально, это часть тренировки. Но ты будешь тормозить тех, кто пытается плавать на полной скорости. И поэтому более быстрые пловцы перемещаются в полосу направо. Опять же, если ты плывешь брасом, ты всегда медленнее тех, кто плывет кролем, а быстрее всех баттерфляй. И плывущие баттерфляем, или самые сильные пловцы,
занимают самую правую дорожку. И электроны в ядре звезды ведут себя примерно так же. Они распределяются по уровням, от самых медленных до самых быстрых. Причем на одном уровне, как в одной дорожке бассейна, не может находиться любое число электронов. Если в дорожке уже плавает 3 человека, ты туда уже не поместишься. Тебе придется занять более быструю дорожку и плыть быстрее. Я понимаю, что это очень грубая метафора, и примерно в этот момент муж перестал со мной разговаривать. Но если вы физик, вам придется потерпеть, потому что иначе нормальные люди не поймут. Так вот, юный Чандрасекар начал задумываться, а что произойдет, если звезда очень-очень большая, и в ней слишком много электронов, слишком много пловцов в нашем бассейне? Если добавлять все больше дорожек, то на самых крайних правых пловцам-электронам придется двигаться на скоростях, близких к скорости света. А быстрее скорости света двигаться вообще невозможно, как декларирует специальная теория относительности. Значит, в какой-то момент все должно сломаться. В какой-то момент пловцы не смогут продолжать расходиться на разные дорожки. Звезда не сможет больше сопротивляться гравитации и схлопнется. И Чандрасекар подсчитал критическую массу звезды, больше которой она уже не сможет оставаться белым карликом. И эта масса оказалась не намного больше массы Солнца. Сегодня мы знаем это число как предел Чандрасекара. Звезда, превышающая этот порог, обречена на гравитационный коллапс. Чандрасекар не начал с порога Кембриджа опровергать своих кумиров. Поначалу его научная карьера складывалась вполне благополучно. Он защитил диссертацию, стал доктором и лично познакомился и с Фаулером, и с Эддингтоном. Последний вообще стал фактически его старшим другом и ментором. Они много общались, Эддингтон был в курсе работы Чандрасекара и из первых рук получал информацию о всех его идеях. Идеи Чандры о существовании критической массы белого карлика Эддингтону не нравились. Потому что Чандрасекар же не придумал, что будет дальше. Он только вывел, что есть предел. Но что случится с более массивными звездами, он был без понятия. Если стадия белого карлика не являлась конечной, что будет дальше со звездой? Сжатие что, будет продолжаться бесконечно? В каком смысле бесконечно? Что случится с веществом звезды? Кто будет отвечать на все эти вопросы? Эддингтон лично не собирался. Однако к 1934 году Чандрасекар все-таки завершил свою работу и принял приглашение выступить с докладом на заседании Королевского астрономического общества. Это звучит очень помпезно, но для Чандры такие выступления были рутиной. Они проходили каждую вторую пятницу месяца. Он выступал не каждый раз, разумеется, но несколько докладов он уже представил. И его работа не была секретом для других членов общества. И Эддингтон, и другие уже знали об его идее, что эволюция массивных звезд не может быть идентичной эволюции маленьких. Но теперь это была уже не просто сырая идея. Он закончил все сложнейшие вычисления и не сомневался в достоверности своих результатов. Спустя 45 лет Чандрасекар так вспоминал те события. В четверг вечером я получил программу завтрашнего заседания и обнаружил, что сразу после моего доклада Эддингтон собирается выступить с обсуждением моих результатов. Я был очень раздосадован, ведь Эддингтон каждый день приходил ко мне, но ни разу не упомянул, что собирается выступать. Другой физик спросил Эддингтона, о чем он собирается говорить в своем докладе. Эддингтон повернулся ко мне и сказал: «Это будет для вас сюрпризом», и ушел. 11 января 1935 года на заседании Королевского астрономического общества в Лондоне 25-летний Субрахманян Чандрасекар выступил с докладом, в котором подробно изложил свои результаты о так называемом пределе Чандрасекара. Пределе массы звезды, которая может превратиться в белого карлика и не коллапсировать под собственным весом. Сразу после него слово взял Эддингтон. Все и до этого знали, что великий ученый абсолютно не стесняется в выражениях, критикуя оппонентов.
Но это было чересчур даже для Эдингтона. Его выступление фактически превратилось в публичную атаку на Чандрасекара и на его работу. Астрофизику, сказал он, не следует превращать в балаган, опираясь лишь на формальную математику. Потому что между формулами и реальным миром есть большая разница. Звезды не спрашивают математиков, как им следует себя вести. Кроме того, непонятно еще, сколько ошибок у Чандры в этих его так называемых расчетах. Прежде чем обалдевший Чандрасекар успел ответить, председатель предложил присутствующим поблагодарить сэра Эдингтона за его своевременный вклад и распустил заседание, которое и так уже затянулось. Чандре даже не позволили защитить свои выводы. Сказать, что он был ошеломлен, потрясен и подавлен, значит не сказать ничего. Годы его напряженной работы были в один момент отправлены на помойку. Человек, которого он считал учителем, с которым почти ежедневно обсуждал свою работу, совершенно без предупреждения публично опозорил его перед всеми коллегами, и ему даже не дали возможности защититься. Если Эдингтон все это время был уверен в том, что теория Чандры неверна, почему он не сказал ему раньше? Почему в приватной обстановке он, напротив, подбадривал его и поощрял продолжать работу? Он что, делал это только для того, чтобы потом повысить собственный авторитет за его счет, публично разгромив конкурирующую теорию? А может быть, он прав, и теория Чандры действительно не стоит выеденного яйца. Остальные его коллеги отмалчивались. Один из них позже писал: «Мне стыдно, что я не попытался докопаться до сути аргументов, которые приводил Эдингтон. Будь их автором кто-то другой, я, наверное, сделал бы это. Но они казались мне убедительными, поскольку исходили от Эдингтона. И я признаюсь, что и сам был доволен оставить все как есть». То есть между поверить какому-то собляку и начать перелопачивать всю астрофизику и поверить знаменитому ученому и не напрягаться, большинство выбрало последнее. Эдингтон же не унимался. На собрании Международного астрономического союза в Париже в 1935-м он выступил с докладом, в котором назвал работу Чандрасекара ересью. Никакой критической массы не существует, это просто абсурд. Любая звезда имеет одно и то же конечное состояние – белый, а позже черный карлик. Когда Чандра попросил дать ему слово, чтобы ответить, ему велели сидеть тихо и вести себя прилично. Это считалось совершенно недопустимым, чтобы какой-то юнец возражал при всех известному и уважаемому ученому. Чандрасекар был так подавлен, что он решил оставить эту тему и заняться совсем другой областью. При этом личные отношения между Чандрасекаром и Эдингтоном волшебным образом совершенно не ухудшились. «Давай не будем говорить о науке», — говорил Эдингтон, и они вместе проводили отпуск, ездя на велосипедах и посещая теннисные матчи в Уимблдоне. Они продолжали переписываться, и письма Эдингтона были полны тепла, юмора и дружеского расположения, как будто он и не прикладывал молодого коллегу мордой об стол. «Я совсем не понимал его поведения», — вспоминал позже Чандрасекар. Если Эдингтон мог спокойно делать вид, что ничего не произошло, то Чандра фактически лишился шансов получить должность в Англии. Ни один британский университет не рискнул пригласить его на постоянную работу. Никому не хотелось вступать в контры с самим Эдингтоном. Его, правда, поддерживали физики-теоретики, но все сплошь зарубежные. Нильс Бор, Паули, Дирак. Они не видели ошибок в его вычислениях. Лев Ландау был полностью согласен с Чандрой. Он и сам теоретизировал о предельной массе вырожденной звезды и предполагал, что с какого-то момента она должна схлопнуться. И он подбадривал коллегу, когда тот приезжал в Советский Союз. Я рассказывал об этом в блогах. Подписывайтесь, кстати, на мои блоги, ссылка внизу. И ставьте лайк. Но в Англии на Чандрасекара смотрели как на прокаженного. Отец уговаривал Чандру вернуться в Индию. В Индии его ждала работа у его знаменитого дяди Рамана.
к тому моменту уже лауреат Нобелевской премии. Но Си.Ви. Раман тоже был порядочным великим ученым, и Чандра не хотел работать под его руководством. Он уже было совсем приуныл и начал зачитываться Достоевским. «Преступление и наказание» была одной из его любимых книг. Но тут его пригласил на работу Чикагский университет. Отец его отговаривал, поскольку считал Америку научными задворками, но у Чандры не было большого выбора. В 1937-м он перебирается за океан. И остаток своей долгой плодотворной жизни он проживет в США, где еще в 1933-м Вальтер Баде и Фринц Цвики из Калифорнийского технологического института предложили идею нейтронной звезды. Они утверждали, что после взрыва сверхновой ядро может сжаться так сильно, что электроны и протоны сольются в нейтроны. Эта идея оставалась чистой гипотезой, пока в 1967 году Джоселин Белл не обнаружит первый пульсар. Сначала подумали, что это инопланетяне, но в следующем же году Томас Голд докажет, что это вращающаяся нейтронная звезда. Слишком массивная звезда, не сумевшая оставаться белым карликом и сжавшаяся еще сильнее. В 1939 году Роберт Оппенгеймер и Джордж Волков рассчитают следующий предел. Предел Толмина-Оппенгеймера-Волкова – ТОВ. Размер звезды, после которого она не сможет стабилизироваться даже и в виде нейтронной звезды. Гравитация сожмет ее до состояния, когда время остановится, и свет не сможет преодолеть горизонта событий. В 1967-м Джон Арчибальд Уиллер предложил термин «черная дыра». В 1971 году в созвездии Лебедя был обнаружен источник рентгеновского излучения, вращающийся в паре с обычной звездой. Этот объект был слишком тяжелый для нейтронной звезды. Лебедь Х1 будет первым наблюдательным доказательством черной дыры. В 2019 году телескоп Event Horizon получил первое изображение тени черной дыры в галактике М87. Все, что математически натеоретизировал на бумажке юный Чандрасекар, было, наконец, увидено глазами. Не невооруженным взглядом, конечно, но тем не менее. Чандрасекар всю жизнь проработает в Чикагском университете. Он тесно сотрудничал со своими студентами и гордился тем, что средний возраст его соавторов оставался неизменным – около 30 лет. Двое из его студентов, Цунг-Дао Ли и Чэнь Нин-Ян, получили Нобелевскую премию, прежде чем он сам. Только в 1983 году он получит Нобелевскую премию, разделив ее с Уильямом Фаулером. Это другой Фаулер, а не просто однофамильцы, это чистая случайность. В пресс-релизе Нобелевского комитета говорится, что они решили разделить премию по физике 1983 года между Фаулером, человеком, объяснившим ядерные реакции внутри звезды, пока она живет, и Чандрасекаром, показавшим, как она заканчивает жизнь. Эддингтон написал последнее письмо Чандрасекару буквально за неделю до смерти. Делился подвижками своей новой книги и сообщал, что неважно себя чувствует и надо бы сходить к доктору. Доктор обнаружил у него последнюю стадию рака, и буквально через неделю его не стало. В некрологе Эддингтону Чандрасекар сказал: «Я думаю, любой, кто знал Эддингтона, согласится, что он был человек высочайшей порядочности и благородства. Я не верю, что он когда-либо думал о ком-то дурно, поэтому с ним было так легко не соглашаться в научных вопросах. Можно было быть уверенным, что он не осудит тебя и не станет плохо думать о тебе из-за разногласий». Это он сказал о человеке, остававшемся его другом и при этом едва не уничтожившем его научную карьеру. Я не знаю, как так возможно. Что вы думаете? Я только знаю точно, что вопреки тому, что говорится в популярной песенке в переводе Маршака, из чего только сделаны мальчики, из улиток, ракушек и зеленых лягушек, из чего только сделаны девочки, из конфет и пирожных, из сластей всевозможных, на самом деле мы все сделаны из остатков умерших звезд. В прямом смысле слова. Большинство атомов, из которых мы состоим, были сплавлены в горнилах звезд. Вы созданы из звездной пыли и летите со страшной скоростью через пустоту навстречу галактик. За вами и перед вами вечность. На сегодня у меня все. До скорых встреч.
Друзья мои, если вы хотели бы больше и чаще узнавать интересные, забавные и шокирующие факты, касающиеся истории и культуры, и особенно истории бескультурья, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или на Патреоне. Эти два блога абсолютно одинаковые. Я там пишу одно и то же. Просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Patreon принимает разные международные кредитные карточки. На этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на первом уровне подписки. На втором же уровне вы также получите доступ к дополнительным коротким видео на темы, которые в YouTube не опубликуешь, и к полным вариантам некоторых еженедельных видео, опять же, с такими подробностями истории бескультурья, которые не подходят для широкой аудитории. Оставляю на ваше решение, смотреть их или не смотреть в компании детей и внуков. Опять же, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, то это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы и на 15 минут раньше. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог – вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. Приходите ко мне на Бусти или на Patreon, у нас там собирается замечательная душевная компания настоящих бескультурников. Ты что тут делаешь? Чай пью. А на сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч!